Успех раскрытия каждого преступления зависит от умелого выдвижения версий. Они должны быть основаны на фактических данных, которые подлежат проверке следственным путем. В основе этого фильма лежат материалы одного из расследованных уголовных дел. Используя их, мы покажем, как строится и проверяется версия, являющаяся важнейшей стороной следственной тактики. Товарищи, в районе совершено дерзкое и опасное преступление. Все вы приказом по делу включены в состав следственно-оперативной группы. От уголовного розыска управления к нам направлен старший инспектор уголовного розыска майор Овчинников. Виктор Андреевич, доложите обстоятельства дела и ваши соображения. Докладывать можно сидя. Товарищ полковник, в 12 часов дня от соседей гражданки Вороновой Александры Васильевны поступило телефонное сообщение в отдел внутренних дел о разбойном нападении в квартире. Потерпевшая госпитализирована с первоначальным диагнозом, ушиблена рана головы без повреждений костей свода черепа с сотрясением головного мозга, повлекшим длительную потерю сознания. Врачи даже приблизительно не могут сказать, когда мы с ней сможем поговорить. С места происшествия изъяты следы пальцев рук, волосы и волокна ткани, обнаруженные в проеме приоткрытого окна. Под окном отпечатки обуви приблизительно 42 размера. Телефонный провод, ведущий в квартиру, перерезан. По всем изъятым с места происшествия вещественным доказательствам назначена экспертиза. Если говорить о направлении поиска, то складывается впечатление, что преступник либо сам бывал в квартире потерпевшей, либо действовал по наводке. Обоснуйте, пожалуйста. Видите ли, поквартирный обход дома, где живут Вороновы, и соседних домов не выявил ни одного случая попытки проникновения в какую-либо квартиру. Более того, обращает на себя внимание тот факт, что из квартиры взято самое ценное и на очень большую сумму 25-30 тысяч рублей. Мне могут возразить, что опытные преступники, как правило, знают, где хранятся ценности и в большинстве случаев быстро их находят. Но, однако, при этом они значительно нарушают обстановку в квартире. В данном случае обстановка почти не нарушена, и это не может не настораживать. Поэтому я и считаю необходимым уделить основное внимание связям потерпевшей. К сожалению, на месте происшествия дочь Вороновой Вера была в таком состоянии, что допрашивать ее было невозможно. И я пригласил ее сегодня на 16 часов. Значит, вы говорите, что ваша мама всегда держала дверь на цепочке и незнакомого человека в квартиру бы не впустила? Понятно. Вот сейчас, Вера, вы немножко успокоились. Вспомните, пожалуйста, кто в последнее время заходил в вашу квартиру? И особенно меня интересует, кто видел или мог видеть, где у вас хранились похищенные ценности. Практически никто. Мы ведь только всего лишь год как приехали с севера, и у нас нет знакомых в городе и родственников тоже. Ну, соседка заходила. Вот если только... Это было месяца полтора назад. Мама пригласила свою подругу Клавдию Петровну на маленькое семейное торжество. Вот. А Клавдия Петровна пришла с Николаем Николаевичем. Но мама так холодно с ним распрощалась, что Николай Николаевич больше к нам не заходил. Я его больше не видела. А вы знаете фамилию Клавдии Петровны? Кораблева. Угу. А где она работает? Там же, где и мама. Она директор этой гостиницы. А среди молодых людей у вас разве нет знакомых? Поймите меня правильно, я интересуюсь этим, поскольку это может иметь отношение к делу. Есть, конечно. Наши ребята с курса. Но я ни с кем из них конкретно не встречалась. А с других курсов? Был один случай.
Я познакомилась с одним парнем в библиотеке. Его звали Рустам. А как его фамилия? Керимов. Да, Керимов. Вот, я с ним даже ходила в кафе. Верочка, ну выпей же, Вер. Нет, нет, что ты. Спасибо. Да почему же? Ты же за весь вечер еще ничего не выпила. Какие у тебя камушки? Настоящие, да? Это маме. Это и папа подарил, когда еще был жив. Молодец, папа. Знал, куда бабки вложить. Такой папа мог бы и не умирать. Это что, Рустам? Это же... Изучая данные об обстоятельствах совершения преступления, следователь должен выдвинуть обоснованные версии. Они помогают ему по уже известным фактам воссоздать возможную картину расследуемого события и определяют направление, по которому должно идти следствие. А для этого следователю прежде всего необходимо знать способы совершения и сокрытия преступлений. Ну, что я могу сказать? Этот волос принадлежит человеку. Причем он с головы человека. Судя по луковице, волос вырван. Следов завивки и красителя не имеет. Что мы имеем? Данных о возможной причастности лиц из окружения Воронова в период их проживания на севере не получено. Уголовный розыск Гострах проверил. Сантехника в квартире не было 4 месяца. Проверка газа 1 раз в год будет примерно через месяц. АТС под вопрос. Телеателье. Мастера не вызывали. Остается Юртайкин, Керимов, Кораблева. Надо дать задание уголовному розыску поработать вокруг них плотно. Татьяна Федоровна, что же это за волокно? Что по нему можно определить? Давайте посмотрим. По микроскопическим признакам это волокна шерсти и химические волокна. По характеру интерферационной окраски это предположительно полиакрилонитринные волокна. Да, микрохимическое исследование подтверждает то, что это полиакрилонитринные волокна. Волокна шерсти полиакрилонитринные. Вот все, что мы можем вам сейчас сказать. Ну, а поконкретнее, в плане вот поисковых каких-то, рубашка это, костюм. Ну, понимаете, очень сильно видоизменена нитка, и поэтому сложно сказать, от какого это изделия. И вообще, входило ли это в состав ткани или трикотажного изделия. Но для того, чтобы сказать что-нибудь более конкретное, необходим, конечно, образец сравнения. Ищите.
Разрешите? Пожалуйста. Я все сделал, Виктор Андреевич. Отпечатки пальцев потерпевших, экспертов ЭКО. Так. Соседку Вороновых-Климову я допросил. Вот протокол. Ага. Понимаете, она утверждает, что минут за 20 до прихода Веры к ним никто не входил, и от них никто не выходил. У нее сгорел пирог, и она открыла дверь на лестницу. Сама в это время находилась на кухне и видела, как пришла Вера, открывала дверь и так далее. Садись. Я проверил на месте. И действительно, если дверь соседки открыта, то в квартиру Вороновых войти и выйти незамеченным невозможно. Видимо, преступник через дверной глазок увидел, что путь через дверь закрыт, и выпрыгнул через окно. Судя по дерзости, жестокости и четкости действий преступника, он не новичок. Я считаю, единственная версия нападения совершено ранее судимым за аналогичное преступление. Сергей, я с тобой согласен. Это мог совершить ранее судимый. Однако с такой же степенью вероятности это мог совершить и ранее несудимый. По материалам нашего дела мы не можем исключить ни одно из этих предположений. Поэтому мы не можем выдвигать единственную версию. Вот в сущности, что такое версия? Следственная версия – это обоснованное, собранным материалом, предположение следователя о формах связи и причине отдельных явлений расследуемого события, как одно из возможных объяснений установленных к этому времени фактов и обстоятельств дела. Ян Пещик, следственная версия. Значит, исходя из определения, версии можно строить как по отношению к расследуемому событию в целом, так и к отдельным элементам состава преступления. Объект – объективная сторона, субъект – субъективная. Что мы имеем в нашем конкретном случае? Объект нам известен. Объективная сторона – замок, не поврежден. Хозяйка, судя по одежде, находилась дома и, видимо, сама впустила преступника. Удар нанесен сзади. И хотя внешность преступника нам неизвестна, мы можем представить его действия. Вот представь себе, преступник поднялся на лестничную площадку 2-го этажа. Что он делает? Коль скоро мы обнаружили перерезанный телефонный провод, видимо, он и перерезал его. Зачем? Я думаю, чтобы попасть в квартиру Вороновых. Позвонив, он мог представиться техником АТС и попросить проверить, работает ли телефон. Причем, пока он обходится без перчаток. Телефон, конечно, не работает. И он попадает в квартиру. Где внезапно нападает на хозяйку. Затем, надев перчатки, иначе он оставил бы следы, преступник обыскивает комнату. Распахивает створки шкафа, смотрит на дорогие шубы. Чемоданчик мал. А вот джинсы в упаковке пойдут. Преступник вскрывает сервант, забирает из шкатулки драгоценности, берет облигации. И для отвода глаз создает дополнительный беспорядок.
Правильно, Виктор Андреевич? И вот тут-то преступнику пора уходить. А как? Допустим, он снова выходит в прихожую. Помните, я вам говорил, что соседка видит дверь квартиры Вороновых? И ему остается уходить через окно. Где оставляет нам волокна ткани, образцы волос и под окном размер своей обуви. Не очень помешал? Наоборот, заходи, Николай Александрович. Виктор Андреевич, порадовать не могу. Воронова в сознание не приходило, прогнозы медиков малоутешительны. На всякий случай я оставил в больнице твой номер телефона. Чаю выпей. Я был у экспертов, форсировал проведение экспертиз. Из 9 отпечатков пальцев, пригодных к идентификации, и которые изъяли на месте, все принадлежат дочери Вороновой. На замках отпечатков пальцев нет, но об этом ты знаешь, как мне сказали. Да, мне сообщили. Обнадежили биологи. По волосам дают второй группы выделителя, цвет русый. То есть волосы, очевидно, преступника. По ним нам дадут хотя бы чередовые признаки. Ну что, сочетание с другими, пусть даже косвенными уликами, это пойдет. Нам осталось лишь вычислить преступника. Кстати, мы сейчас с Сергеем этим и занимались, и пришли к выводу, что преступник проник в квартиру под видом техника АТС. Я тоже к этому пришел, но это лишь частная версия относительно объективной стороны состава преступления. Верно. Но с учетом данных допроса Веры Вороновой и ваших первичных проверок, я считаю возможным прямо сейчас сформулировать версии по делу и составить согласованный план мероприятий. Как вы считаете? По-моему, самое время. Угу. Ну что ж, тогда приступим. Еще у начальника райотдела мы пришли к выводу о том, что преступника следует искать среди связей или окружения Вороновой. Проведенными мероприятиями установлено 3 человека, представляющие для нас оперативный интерес. Это Кораблева Клавдия Петровна, Юртайкин Николай Николаевич и Керимов Рустам Керимович. Вероятно, преступление совершено лицом из числа их связей. Вот вам 3 версии. От них преступник мог получить нужную ему информацию о семье Вороновых. А вот характер связи с преступником пока не ясен. Он мог воспользоваться их доверчивостью, но нельзя исключить и преступный сговор. А почему не предположить, что преступление совершено одним из них? Но... По-моему, непосредственное участие женщины маловероятно. Биологи при исследовании волос не обнаружили искусственного красителя или следов химической завивки. След под окном мужской. И вообще трудно представить себе Кораблеву, прыгающую из окна 2-го этажа. Это верно. Да и кандидатуру Юртайкина отпадает сразу. Такие прыжки не для его возраста. Волосы у нее темные, а не русые, как у предполагаемого преступника. Да потом ему не нужно было бы искать предлога для проникновения в квартиру. Воронова его и так знает. Да, и оставлять ее в живых ему было ни к чему. Точно. Остается Керимов. Но и он темноволос, по словам Веры, пежо, но спекулянт. Верно. Однако не дурак и должен понимать, что мы на него сразу выйдем. Да и ты сам, Сережа, убеждал меня, что надо искать ранее судимого. Правильно. Кстати, о Керимове. Я договорился с БХСС, чтобы присмотрели за ним в плане связи, спекуляции и прочего. Верно. Это должно быть отдельным пунктом плана. Начнем планировать мероприятие по проверке версий. Но как истинный джентльмен, начнем с женщины. Так, допрос Кораблевой. Вам ее на завтра пригласить? Да нет, я к ней сам завтра зайду. Когда вы видели последний раз Воронову Александру Васильевну? Она позавчера работала. Клавдия Петровна, а вы знакомы с Юртайкиным Николаем Николаевичем? Ой, он опять что-нибудь натворил? Да вы не волнуйтесь, мы проверяем кое-что. Ну, конечно, конечно. Так где и когда вы с ним познакомились? Коля мой двоюродный брат.
Я вас слушаю, продолжайте. Да, так вот насчет Вороновой. Я был один раз в самой квартире. Это шикарная квартира, ну, мебель, ковры. Да и сама она женщина. Красивая женщина, понимаете, и богатая. Что, действительно богатая? Да, да. Вы знаете, я у нее шкатулки видел. Золото, бриллианты. Понятно, они же на севере работали. Заработки там знаете какие? Так, значит, Александра Васильевна невеста что надо? Да. А сами-то думали об этом? Что вы? Я и не пара. Ну, другим бы посоветовали. Такое богатство пропадает. Дайте, не подумал об этом. Так никому и не говорили. Нет, вроде не приходилось. Позвольте. Пожалуйста. Спасибо. О, Николай Николаевич, а вы, похоже, вчера перебрали. Было. И где же? Мои знакомые. У Нины Потаповой. Вместе работаете? Нет. Она работает на швейной фабрике. И долго у нее веселились? А с утра, когда магазин открыли, пошел, взял и сразу к ней. И до последнего трамвая. Много взяли? 4 белых. Что, на двоих? Нет, там у нее мать, потом еще соседи, супруги. А в чемоданчике вы в этом несли? Да, удобно, знаете. Закуска, бутылки. Ну, за пустых понятий. Ну да. А вы знаете, зачем мы вас пригласили? Понятия не имею. Дело в том, что вчера совершено нападение на квартиру Вороновых. Что вы говорите? Вы ничего нам не хотите сказать по этому поводу? Помочь следствию? Я не знаю. Тогда еще один вопрос. Припомните, кому вы все-таки рассказывали о ценностях у Вороновой? Никому. Нет, я не могу вспомнить. Да вы не волнуйтесь. Нет. Ну, мне ведь рассказали, значит, могли еще кому-нибудь рассказать. Припомните. Нет. Вы знаете, я не мог. Мог. По пьянке кому-нибудь мог рассказать. А когда вы были на квартире у Вороновой? Месяц, может, 1,5. А числа не помню. Перечислите всех, с кем вы выпивали после этого случая. Нина, когда вы пили с Юртайкиным 11 мая, он выходил из квартиры? Нет. Нет. Ну, а может быть, он упоминал о своих знакомых, в частности, о Вороновой? Или о драгоценностях говорил? Нет, пока не говорил. Он выходил куда-нибудь из квартиры? Из дома в это время? Да. Никуда. Никуда? То есть он и я просто посидели, выпили, поговорили, он пошел домой, я дома, все. Так. Он вам ничего не предлагал? Золото там, деньги? Разговора не было. Не было, да? Ну, драгоценности какие-нибудь? Какие там драгоценности? Ничего. Да. Когда вы пили с Юртайкиным, кто еще находился в квартире? Кузьминых. Как его звали? Анатолий. Анатолий, да? Еще кто? Павлович. Еще кто? После 11 мая Юртайкин предлагал вам золото, облигации? Не, это, ну поверьте мне, это исключено. Сколько? Я 28. Объект в квадрате. Установить визуальный контакт. 4 и 7. Подключитесь к 24-му. Прием подтвердите правильными.
Я семерка. Объект обнаружен. Передаю 24-му. 24-й, я 128-й. Приступайте к задержанию объекта. Семерка, займитесь его клиентурой. Исполнение подтвердите 2 тоннажами. Скажите, Керимов, вам знакома Вера Воронова? Да, конечно знаю. Когда вы с ней познакомились? Да, неделю тому назад. У вас с ней какие отношения? Да ну, господи, какие отношения? Просто, вы сами понимаете, девочка, в институте познакомились. Ну, по-моему, даже в кафе я ее пригласил разок. Когда это было? Так это было неделю тому назад. А вы не вспомните, в чем она была одета в тот день? Господи, обыкновенно. Обычно. По-простому. Ну, по-моему, джинсовая юбка на ней была. Обыкновенно, обычно. А какие-нибудь украшения на ней были? Да, знаете, не обращал внимания. По-моему, были какие-то стекляшки. Но ничего особенного, дорогого на ней не было. Нет, господи. Скажите, а вы у нее были дома? Нет, ни разу я не был. Понятно. Еще один вопрос. Вспомните, пожалуйста, где вы находились 11 мая днем с 10 до 12 часов? 11 мая? Да. По-моему, был четверг. Да, вспомнил. В общежитии были. По-моему, на лекции не пошли. Пили пиво. А кто еще был с вами? Да, со мной было еще 2 друга. Фамилии? Серега Булатов, Сергей Довиков. И еще кто-то был, не помню. Откуда у вас джинсы? Джинсы? Мне привезли. Кто привез? Двоюродный брат привез. Кто это может подтвердить? Да, господи, кто может подтвердить? Ну, хозяйка, где я живу. Угу. Адрес дайте, пожалуйста. Волгоградск, 41, 30. Понятно. Ну что ж, джинсы останутся пока у нас. А вы подождите в коридоре, вас вызовут. Вера, сейчас вам, в присутствии понятых, будут предъявлены для опознания джинсы. Посмотрите внимательно. Нет ли среди них джинсов, похищенных у вас 11 мая 1983 года? Пожалуйста. Можете подойти, посмотреть, взять в руки. Этикетка вот такая. Только заклепок не было. И размером меньше. Не наши. Значит, вы утверждаете, что среди этих джинсов ваших нет? Нет. Хорошо, присаживайтесь. Сейчас мы оформим результат опознания, и вы будете свободны. Павлов слушает. В какой сберкассе? Хорошо, я сейчас беру эксперта и выезжаю.
Ну что ж, Виктор Андреевич, на этот раз нас перехитрили. Преступник вместо себя подставил алкаша, которого подобрал около магазина, и пообещал ему 3. И пригрозил: смоешься, голову оторву. А сам в это время ждал вон в том скверике. Ну, работники сберкассы алкаша-то задержали. Но пока звонили нам, пока мы ехали. Короче говоря, преступник скрылся. А с этим алкашом переговори сейчас у директора, он там. Хорошо. Вот Елена Антоновна, заведующая сберкассой. Здравствуйте. Капитан Павлов. Здравствуйте. А это наш злодей. Какой злодей? Сколько минут прошло после того, как этот коммерсант сдал вам облигации, вы нам позвонили? Понимаете, мы так растерялись, когда увидели номера этой облигации, что забыли про сигнализацию и стали звонить вам по телефону. Так сколько прошло времени? Я думаю, не более 5 минут. Как выглядел тот, кто давал вам эту облигацию? Выше среднего роста, здоровее меня, русые волосы, вот больше моих, и наколки на руках. Понятно. Облигацию мы не трогали. Она была в руках только у кассира. Но ее отпечатки мы сразу исключили. Угу. Но я сейчас оформлю выемку облигации. А вы упакуйте ее и снимите отпечатки пальцев у кассира и у нашего клиента. Это Симонов. Вы просили позвонить? Да, у меня по списку связи Юртайкина осталось 5 человек. Так что, думаю, сегодня закончить. Конечно, как вернусь, сразу зайду. Слушай, начальник, что ты ко мне привязался? Я давно завязал, вкалываю, как все. Все нормально. Ну чё? Миронов, давай ближе к делу. Вернемся к разговору, который состоялся у вас с Юртайкиным. Ну? Какой разговор был? Ну чё, какой разговор? Нормальный разговор. Так. Значит, базар был. Ну, значит, баба у него была. Так. Голова рыжья у него много. За всю, говорит, жизнь не пропить. А что за баба? Черт его знает, что за баба. Его баба. А какая баба? Он называл ее? Бабу-то? Фамилию, что ли? Да. Называл. Ну? Как же ее? По-моему, Воронкова. Может быть, Воронова? Вот, точно, Воронова. Воронова, да? И когда это было? Хрен ее знает, когда. Надо вспомнить. Недели 3 назад. Так. И кто был при этом разговоре? Тогда что ли? Да. Значит так, капуста. Так. Чинарик. Так. Дискобол. Так. Ну и я. То есть было вас 4, да? Больше никого не было? Не. Так, ну а кто такой у нас Капуста? Капустин? Инвалид. Без ноги у нас работает. Ну а Чинарик? Чинарик? Да. Ну, Юртайкин, вы же о нем спрашивали. Ага, понятно. Так, значит, остался у нас Дискобол, да? Ваня Дискобол. Странная у него кличка какая-то. Да вместе в зоне коптели. Коптели. Там его так и прозвали. Связистом раньше был, ну и диск себе в руках вертел. Ну а приметы его опиши. Дискобол. Ну, короче... Возраст, рост его. Лет 30. Здоровый мужик. Выше меня. Ну, а Дискобол его прозвали. Почему? Ты фамилию вспомни его. Раз на зоне сидел, фамилию ты, наверное, помнишь? Сейчас, погоди. Раскатов. Точно помнишь? Точно. Раскатов, да? Сейчас я сказал. Собутыльники. Друзья. Друзья. Виктор Андреевич, есть основания полагать, что мы вышли на преступника. Вот его фотография. Это Раскатов Иван Сергеевич, 51-го года рождения. А это его послужной список. В информационном центре мы подняли его дактокарту. Она сейчас в работе. Эксперты работают над отпечатком, который обнаружили на облигации. Я созванивался предварительно, есть что-то утешительное. Ну что ж, это отлично. Если это подтвердится, мы сможем задержать его в порядке статьи 122. Я пошел к экспертам. Давай.
Ну что, с Раскатовым подтвердилось? Да. Теперь можно категорически утверждать, что один из следов на облигации оставлен большим пальцем правой руки Раскатова. Отлично. Когда заключение будет у следователя? Чуть позже. Ты не задерживай, для нас это очень важно. Хорошо. Ну, надо вспомнить. Недели 3 назад, наверное. Недели 3, да? И кто присутствовал при этом разговоре? Там, что ли? Да. Ну кто? Капуста? Чинарик? Так. Капуста. Чинарик. Так, дальше. Ну, еще кто? Дискобол. Дискобол, да? Это вы, значит, были там четвером? Ну. Ну, а кто такой у нас Чинарик-то, а? Чинарик? Да. Юртайкин? Юртайкин, да, это и есть. Ну, а Капуста? Капустин? Инвалид. У нас работает без ноги. А Дискобол? С Дискоболом вместе в зоне коптили. А что-то у него кличка странная какая-то. Ну, там связистом у нас работал. Диск крутил. Ты фамилию-то знаешь его? Сейчас, подожди. Сейчас. Раскатов. Раскатов, да? Это значит, Дискобол и есть. Виктор Андреевич, я коротко. Нет времени. Раскатов нервничает, в контакт ни с кем не вступает. Сейчас направился на вокзал. Но вещей при нем никаких нет. Без ценности он из города не уедет, я думаю. Значит, на вокзале он должен с кем-нибудь встретиться или получить вещи в камере хранения. Мы решили пока повременить. Возьмем его, наверное, с вещами. Да? Да, я понял. Да, до связи. Уголовный розыск. В чем дело? Раскатов, поднимите свой чемоданчик. Я ничего не терял, начальник. Давай без лишнего шума. Что же нам теперь свидетелями поделаете? Кстати, твои пальчики на ячейке на чемоданчике остались, так что тише. Ну ладно, пошли, начальник. Вот что ты держишь-то? Не убегу ведь. Давайте. Володя, перепишите всех свидетелей и догоняйте нас. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Раскатов, вы внимательно прочитали протокол допроса? Все ли правильно записано? Все путем, начальник. Как говорится, от и до. Вы ничего не хотите добавить? Добавит прокурор. А вы мне и так уже
восьмерик подвешиваете? Перестаньте поясничать. Вы же прекрасно понимаете, что полностью изобличены в совершенном преступлении. Я ведь вас ознакомил с результатами экспертиз. Волосы, изъятые с места преступления, ваши. Микроволокна полностью идентичны с волокнами вашей куртки. А на облигациях, которые вы пытались реализовать, есть отпечатки ваших пальцев. Да и задержаны вы с ценностями, похищенными из квартиры Вороновой. Начальник, ну какой базар? Вы же знаете наш закон. Есть вещи, есть кража. Тогда подписывайте. Надеюсь, вы знаете, как это делается. А завтра мы проведем выход на место происшествия, где покажете, что и как было. Мы продолжаем видеозапись выхода на место происшествия для проверки показаний обвиняемого. Раскатов, продолжайте, пожалуйста, как было дело? Когда я поднялся на площадку, я перекусил телефонный провод. Покажите. Вот, в эту квартиру. Что сделали дальше? Позвонил в квартиру. Как позвонили? У вас были перчатки или вы были без перчаток? Позвонил через платок. Что было потом? Она открыла, я представился техником АТС. Она впустила меня, и я вошел в квартиру. Видеозапись прерываем в связи с переходом в квартиру. Мы находимся в квартире Вороновой. Продолжайте. Потом я ее ударил. Покажите, пожалуйста, как вы ее ударили. Симонов, манекен. Нет, дальше. Как она стояла в момент удара? Лицом, спиной? Дальше. Вот так, спиной. Она шла к телефону. Куда вы ее ударили? Вот сюда. Что было дальше? Она упала. Лицом вниз. Вот так. Продолжайте. А потом я пошел в эту комнату. Раскатов. Сейчас, в соответствии со статьей 141 прим. УПК РСФСР, вы посмотрели видеозапись ваших показаний на месте происшествия. Все ли было зафиксировано правильно? Нет ли замечаний, дополнений? Все верно, гражданин следователь. У меня нет дополнений. Уведите арестованного. Я Днепр-1, прошу на связь, прием. Я 120-й, 120-й, слушаю вас. 120-й, где находитесь, прием? Направляюсь в хозяйство. 120-й, вам необходимо проехать по адресу Восточная 5, квартира 8,
Восточный 5, квартира 8. Там вас ожидает оперативная группа. Как поняли прием? Вас понял. Восточная 5, квартира 8. Выезжаю. Адрес слышишь? Поехали. Задача работников следственного аппарата – своевременное раскрытие каждого преступления. Поэтому следователь обязан строить свою работу так, чтобы обеспечить своевременное проведение необходимых следственных действий по всем уголовным делам, одновременно находящимся у него в производстве. И основным элементом научной организации расследования преступлений является, как это показано в фильме, четкое планирование работы, правильное построение и проверка обоснованных версий.